Магазин Иния оказалось недооцененным событием, и в этом видео я тебе расскажу, почему это так. Для начала у меня был ролик про магазин Иния, сверху будет подсказочка, и там я говорил, покупайте проектные планы, чертежи талисмана, бла-бла-бла. Недавно посмотрел, думаю, нафиг нужны эти проектные планы, это снаряжение губернаторов. Скоро будет видео, кстати, про приоритеты прокачки, и там все подробно вам расскажу. Но сегодня давайте свежим взглядом, так сказать, пройдемся по этому событию и по новшествам. Они у нас есть. Во-первых, это новая рамочка. Теперь у нас в сундуке не две рамочки, вот это и вот это, а еще вот эта вот брутальная такая, мощная. Мне очень нравится. Что-то новое в Whiteout Survival, такой вот стиль какой-то прикольный. Ну и, конечно же, скин на города для китов. В принципе, неплохо. И о, классный скинчик. Телепорт напоминает мне чем-то FrostPay. FrostPay, кстати, это спонсор нашего канала. Он мне закинул деньги и говорит, покажи ребятам новшество в этом событии. Ссылочка будет в описании, это донатный магазин, там все очень просто, удобно и выгодно. Но давайте покупать, давайте сделаем это. Возьмем данный пакет, объясняю почему. Во-первых, вы видели рамочку, рамочки у нас стакаются, я тебе объясню, как это работает. Вот у нас новая рамочка, мы ее разблокируем попозже, а потом у меня в бонусах будет не 62%, а 64% к защите войск. Мне кажется, скоро мы дойдем хотя бы до половины от максимальной цифры. Рамочка уже сама по себе дорогого стоит, как по мне, но что же в этом еще классного, в этом пакете? Все наши награды за ежедневные миссии умножаются на 2. То есть мы здесь получаем не 20 ежедневно ракушек, а 40. 40 на 5 уже 200 делает. Хорошо. Также мы здесь будем получать ежедневно по 5 бесплатно. Это 25, 225 в общей сумме. И позже я тебе расскажу про пакеты. Но что же здесь самого интересного? Это же кристаллы огня. Кристаллы огня. Представляешь, за 30 ракушек 70 кристаллов огня. Что это значит? Ты потратил $5, можешь спокойно купить 350 кристаллов огня. И у тебя еще останется, допустим, на наши здания на остров. В принципе, они нам нужны. Я прокачал до 3 уровня, насколько я помню, оба здания и оставил так. Напиши в комментариях, стоит ли мне прокачивать их дальше и прокачиваешь ли ты их дальше. Не знаю, мне кажется, 3 уровня достаточно. Насчет остальных предметов, мне кажется, реально вот кристалл огня здесь это просто топ. Объясняю почему. У нас есть событие Хижина предсказаний Мии. Здесь, потратив $5 за 2 дня, мы получаем, ну, скорее всего, 2 желаемых предмета. Я думаю, так, вряд ли больше, редко больше, но бывает, но редко. 300 кристаллов огня за $5, и, в принципе, на этом все. Здесь же, купив за $5, ты получаешь рамочку. Конечно, ты ее будешь получать не постоянно, их всего пока что 3, но тем не менее, если ты 3 раза в этом событии будешь участвовать, то ты 3 раза получишь рамочку, потратив $5. Ты получишь 225 этих самых серебряных раковин, 150 серебряных раковин ты потратишь на кристаллы огня и получишь больше, чем в хижине предсказаний Мии. Там получаем 300, здесь 350. И у тебя еще останется. Останется, конечно, немного, 75 примерно, но тем не менее останется. Ты сможешь купить здесь одно-два здания. Или, допустим, если тебе нужны все-таки проектные планы, то их. Я думаю, ты понял. Но самое выгодное не это. Самое выгодное, если мы считаем нашу прибыль с помощью первого пакета за $1. За $1 ты покупаешь данное предложение ежедневно. Сейчас это уберем. Опа. Покупаешь данное предложение ежедневно за $1. Получаешь 20 здесь и, допустим, 10 здесь за любую покупку. Это уже 30. То есть ты за $1 берешь 70 кристаллов огня. Что это значит по математике? Смотри, здесь у нас есть ужасный пакет. За $5 ты покупаешь 50 кристаллов огня. Ну ты понял. У нас есть хороший пакет. Хорошо, вот есть хороший пакет недельный. Ты здесь покупаешь
Приблизительно 100, если повезет, 115-120 кристаллов огня тоже за $5. Мне кажется, разница просто, ну, очевидная, очевидная. А еще я тебе хочу сказать то, что на самом деле мы не замечаем, но я решил посчитать. 4000 минут. О, нет, извиняюсь, 2000 минут мы покупаем здесь отдельно. Точнее, не покупаем, а получаем отдельно просто за эти 5 дней. 2000 минут. Это тоже примерно, ну, если плохой пакет считать, то $5. В среднем это 3-4 доллара. Ну, я думаю, ты понял. Что же еще здесь все-таки есть, на что стоит обращать внимание, если ты купил кристалл огня, если ты такой средний донатер и купил еще помимо первого пакета второй, который, кстати, тоже очень выгодный, он такой же по выгоде, как и первый. Это редкость в донатных событиях, если что. Конечно, дальше уже идет не так хорошо, поэтому средним донатерам я советую остановиться на первом и втором пакете, ежедневно их скупайте. Лоу-спендеры покупают только первый пакет ежедневно. И вот ты купил два пакета, ты средний донатер, что здесь стоит брать? Я думаю, мифрил, он здесь тоже дешевый. Он здесь продается за $1,5 одна штука, примерно так. Если покупать мифрил в другом пакете, то он стоит за одну штуку $5. Почему не проектные планы? Почему не упрощенный сплав и не полировочный раствор? Объясняю тоже по математике. Смотри. Атака пехоты плюс 116, защита пехоты плюс 116. Хорошо. Все это нам дает по 116 к атаке и к защите. У нас одно поколение героев имеет такую разницу в показателях. О чем я говорю? Вот смотри. Седьмое поколение героев. Показатели 670. Восьмое поколение героев. Показатели 800. Просто перепрыгнув с одного поколения на другое, ты уже делаешь разницу в 130. Такую же разницу, даже меньше, мне дает мое красное крутое снаряжение губернатора. Это вообще бред. Раньше я об этом как-то не задумывался, но вот теперь меня эти мысли догнали, скажем так. Если вы об этом сразу же знали, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Может, я один такой дурак. Ну, ты просто начинаешь игру, первые 60 дней смотришь, о, у меня фиолетовое снаряжение губернатора, у кого-то там мифическое, золотое, красивое, со звездами. Я тоже хочу. Потом делаешь мифическое, бац, красное появилось, легендарное. Думаешь, ну все, я хочу легендарное. И просто уходит сюда сотнями долларов, ну вот сотни долларов просто уходит в каждый этот предмет, блин. И потом грустно. Смотришь, вообще не то. Лучше брать кристалл огня. Почему я беру кристалл огня? Скоро у меня будет Т-12. Новый уровень войск. Это просто, ну, надо прокачивать, чтобы присоединяться к сильнейшим китам. Мы, как джойнеры, да, лоу-спендеры, средние донатеры, должны прокачивать свой уровень войск. Это прям вот, ну, мне кажется, самое важное для любого игрока. Уровень FC, уровень войск. У меня пока что 10 FC, топка, но уровень войск пока FC 9 и Т-11 двух видов есть. Поэтому я считаю, что именно так лучше всего. Мифрил, кристалл огня, остальное пыль. Остальное нам вообще не интересно. Но это мое мнение, а ваше мнение я жду в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока.